Всем привет! Начинаем вдумчиво осматривать станок. Первое, что бросается в глаза, это огромные люфты в подачах. Винты крепления разрезной гайки просто не затянуты, а когда их затягиваешь, заклинивает подачу. Малая продольная тоже люфтит чуть ли не на целый оборот. Пока не ясно, люфт это в гайке или не затянутые упорные подшипники. С продольной подачей все ясно, там надо менять рейку и ставить наделки на каретку суппорта, чтобы поднять фартук. Кулачки растачивать бесполезно, они уже просто болтаются в корпусе патрона. Все заезженные, забитые. Короче, просто сразу в металлолом. Рукоятка выбора диапазона скоростей тоже переключается как-то неохотно. Каждый раз надо дергать шпиндель, чтобы переключиться. Ну, к счастью, ею пользуешься не так часто. А вот этот барабан подач мне вообще нравится, как работает. Плавно, без заеданий, из любого положения выбирается любой диапазон, любая подача. Там же механизм Нортона и набор кулачковых муфт обеспечивают какое-то безумное количество подач. С шагом, по-моему, от 0,07, ну, для простых подач, до нарезания винтовых канавок с шагом что-то под 200 мм на оборот шпинделя. А тут на приемке попался патрон, правда без кулачков. Маркировка затерта, непонятно чье производство. 250 мм, насадка такая же, то есть на 6-й условный конус. Кулачков не было, а сам корпус вообще в отличном состоянии. Ну, я обрадовался, схватил кулачки, которые шли со станком. Давай отмывать их. Думаю, сейчас соберу классный патрон. Но не тут-то было. В пазы вставляются прекрасно, плотненько. Ширина стандартная 28 мм. Но оказался шаг гребенки другой. Кулачков 10 мм, а у нового патрона 9. И такие патроны не самые распространенные, так что придется поискать такие кулачки. Нет, да? Нет. Будем искать. Занялся пока электрикой. Тут вышел из строя пакетный выключатель, главный вот этот самый большой. И от него отсоединили провода и подключали станок напрямую. Потом сниму этот выключатель, посмотрим, можно ли отремонтировать. Тут стояло реле времени. В принципе, провода все на месте, а само реле можно купить на барахолке, там рублей за 500, за 1000. Но я еще не определился точно, нужно ли оно. Скачал паспорт со схемами. В интернете есть 2 или 3 версии паспортов. Есть и для Красного Пролетария, и для Челябинского завода. Но оба составлены настолько плохо, что через полчаса попыток разобраться в нем, просто его убираешь потом в сторонку и больше в него не заглядываешь. Была мысль демонтировать вообще весь электрошкаф, а собрать новый маленький шкафчик уже на современных компонентах и повесить его на стенку за станком. Но это все надо опять же покупать, монтировать. А хочется побыстрее подключить его к сети и попробовать поработать.
Так что пока подключим его как есть, как говорится, на соплях. Ну что, первый пуск станка. Пока не уверен, что правильно выбрано направление вращения. На старом станке ТВ-320 у нас было сделано так, что рукоятка вниз прямое вращение, а рукоятка вверх обратное. А на этом вроде бы должно быть наоборот. Потому что обратные обороты должны быть точно ускоренные. Ну, если что, потом поменяю фазу. Ладно, и так сойдет. А пока на этом все. Всем пока.